Приветствую Volkswagen-водоведов, а также бусоводов. Сегодня у нас Т4, и у него не показывает топливо и температура. Включаем зажигание, и ни одна стрелка не движется. Но температура не должна двигаться, а топливо должно. Смотрим по схеме, куда выходит сигнал температуры. Это разъем U02 блока предохранителей и контакт 0,9. Также смотрим топливо. Разъем U1, контакт 12. Вот у нас U1 12. Включаем зажигание и проверяем напряжение на этих пинах. На датчике температуры ничего нету. И на датчике уровня топлива тоже ничего нету. А должно быть напряжение 10,5 вольт при отключенных датчиках. Снимаем руль, но нам не дает вытащить направление приборки под рулевой переключатель. Снимаем также под рулевой переключатель и вытаскиваем приборку. Приборка разбирается просто. Выкручиваем два самореза по краям и отщелкиваем снизу защелки. Указатели температуры и топлива держатся на направляющих и воткнуты в плату штырьками типа четырехконтактный разъем. И нужно просто его вытащить. Ну и также вытаскиваем часы либо тахометр. Спидометр держится на 4 саморезах. Просто откручиваем и вытаскиваем его. Откручиваем также стабилизатор напряжения для датчиков температуры и топлива. Чтобы вытащить плату, нужно отщелкнуть две защелки на разъеме. Надавливаем на разъем и отщелкиваем защелки. Ну и дальше, чтобы вытащить плату, нужно отщелкнуть 4 защелки по краям платы. После этого нужно отключить разъем шлейфа подсветки с 3 лампочками. Можно заодно проверить лампочки. Очень часто они неисправны. Вот это вот стабилизатор опорного напряжения для указателей температуры и топлива. Нужно внимательно проверить плату на наличие трещин и непропаев. Обычным глазом это увидеть практически не удается, поэтому воспользуемся лупой. Ну и вот здесь видно, что все контакты разъема стабилизатора потресканы. Припой со временем кристаллизуется и теряет свою структуру внутреннюю. Чтобы вернуть все на место, нужно пропаять контакт. Чтобы пропаять, нужно использовать агрессивные флюсы, например, жир, либо паяльную кислоту, потому что контакты разъема металлические, и обычная канифолия их не берет. Потому что металл не залуживается в канифолию. Нужно либо кислоту использовать, либо паяльный жир. У меня есть паяльный жир, он не настолько активный, и его не нужно сильно отмывать. Если используете кислоту, нужно нейтрализовать ее содой и потом отмыть плату от остатков кислоты. После этого я отмываю остатки жира растворителем 646. Я все им отмываю. Когда-то плату уже паяли, но я не знаю, зачем это делали, потому что контакты были не пропаяны. Отмывать нужно для того, чтобы не осталось остатков флюса, если он активный, и нужно проконтролировать качество пайки. Сейчас проверим прибор.
Ну и здесь видно, что указатель температуры не отклоняется. Но, как выяснилось потом, проблема была в контрольке. Недавно я поменял лампочку в контрольке и поставил не совсем правильную, не мощную. А указатель уровня топлива отклоняется. Разбирается прибор очень просто. Нужно снять стрелки. Они просто насажены на оськи. Там имеется пропил, по-другому их не поставишь. Поэтому положение учитывать не нужно. Ну и здесь видно две биметаллические пластинки, на которые намотан нагреватель. Они соединены с осями стрелок и, изгибаясь, показывают температуру и уровень топлива. И вроде ничего не повреждено. Нагреватель не черный. Я выставлю на блоке питания 6 вольт и проверю напрямую. 12 вольт подавать нельзя, потому что нити накала 12 вольт выгорают. Ну и видно, что от 6 вольт указатель уровня топлива отклоняется. И также отклоняется указатель температуры. Ну и можно поближе рассмотреть устройство этих приборов. Вот так вот намотан на биметаллическую пластину нагреватель. И сзади стоят корректирующие регуляторы. То есть показания можно в небольших пределах скорректировать. Но они, как правило, установлены на заводе, зафиксированы и закрашены краской. И их мне никогда не приходилось корректировать. Может быть, если кто-то это делал, напишите в комментариях. Ну и видно, как указатель температуры двигателя отклоняется. Пропал контакт. Указатель температуры отклоняется на предпоследнее деление при 6 вольтах. Указатель топлива отклоняется на полный бак при 6 вольтах.
Также проверим разъем, к которому подключается приборная панель. Здесь видно тоже трещины из-за кристаллизации припоя. Аккуратно пропаиваем. Здесь контакты медные, агрессивные флюсы не нужны. Можно использовать обычные флюсы для меди. Также прочищаем растворителем. И вот так выглядит все это в запаянном варианте. Теперь еще на несколько лет хватит. Может быть даже на 20. Ну и проверяем. Включаем зажигание. Стрелка топлива отклоняется. Все прекрасно работает. Но стрелка температуры не отклоняется. Она и не должна отклоняться, потому что двигатель холодный. Я ставлю контрольку в разъем. Питание вроде есть, но стрелка не отклоняется. Поэтому я взял в магазине еще одну лампочку и добавил к своей лампочке, которая была в контрольке. Это 6 вольт, а это 12 вольт. И еще раз проверяем. И стрелка побежала. Сопротивление двух лампочек как раз достаточно, чтобы стрелка отклонилась ровно на 90 градусов, как и было у меня раньше. Ну что ж, залезем под днище этого славного доброго Volkswagen. Работать там ни хрена не удобно. Датчик находится высоко, сверху двигателя, но снизу. Он залит какой-то хренью, видимо, уже сильно поврежден. Ну и плюс оторванные провода. Я замеряю датчик. Датчик стоит синий, 4-контактный. Одна пара используется на стрелку, вторая не знаю куда. Ну и датчик мертвый, нужно искать датчик. Ну и смотрим схему опять. G203, датчик температуры, желто-красный провод уходит в моторный отсек. G203, вот этот провод. Вставляем контрольку, включаем зажигание, и напряжение есть. Значит, моторный отсек все уходит. Теперь нужно проверить на проводе. Желто-красный, желтый с красной полосой. Свечение контрольки есть и стрелка отклоняется. Разъем надо делать. В разъеме оторваны два провода. Один из них масса как раз на датчик температуры на приборную панель. Кусочек его торчит. Ну и надо сам датчик поменять. Датчик неисправен. Датчик стоит синий, 4-контактный. Здесь появится ссылочка сверху, как диагностировать датчик температуры. Там рассматривается и датчик температуры приборной панели. Так что можете еще дополнительно посмотреть. Ну а на этом все. Пишите в комментариях, что непонятно.